Привет, Арми! С возвращением на канал Таюн Камперсан Джанкук, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От экстренных новостей до моментов, заставляющих сердце таять. У нас есть все, что вам нужно. Обязательно нажмите на кнопку подписки и оставайтесь с нами, потому что контент о BTS уже на подходе. Сначала никто этого не заметил. Чингук обнял Чимина, как ни в чем не бывало. Но Тэхён видел все. Его улыбка медленно угасла. Его глаза следили за каждым движением. И в этот момент что-то явно изменилось. Фанаты думали, что на этом все и закончится. Но через несколько секунд Тэхён сделал нечто, что заставило Арми ахнуть. Это не была просто ревность. Это был момент, который никто не должен был запечатлеть. Атмосфера сменилась тихо, почти незаметно, когда Чингук обвил Чимина руками в теплом, привычном объятии. Сначала это выглядело обыденно. Такой момент фанаты видели бесчисленное количество раз. Но на этот раз был кто-то, кто наблюдал за этим внимательнее, чем кто-либо осознавал. Тэхён стоял всего в нескольких шагах, его лицо внешне оставалось спокойным. Тем не менее, его глаза ни на секунду не покидали их. Смех вокруг продолжался. Камеры продолжали снимать. Но язык тела Тэхёна рассказывал совсем другую историю. Его улыбка не касалась глаз, и на короткое мгновение показалось, что время замедлилось. Позже фанаты пересматривали этот момент снова и снова, замечая, как Тэхён едва уловимо сменил позу. Как его взгляд задерживался чуть дольше обычного, словно он осознавал то, чего не ожидал почувствовать. Когда Чингук наконец отстранился от Чимина, воздух между участниками изменился. Чингук небрежно огляделся вокруг, не подозревая, что скоро все взгляды будут прикованы к нему. Тэхён тихо вдохнул, а затем без колебаний шагнул вперед. Не было никакого объявления, никакой драматической паузы, просто внезапное, решительное движение, которое застало всех врасплох. Он потянулся к Чингуку и притянул его к себе для объятия, которое ощущалось иначе, чем остальные. Более крепкое, более намеренное, почти защитное. Чингук замер на полсекунды, явно удивленный, прежде чем инстинктивно ответить на объятие. В это мгновение шум вокруг них стих, и осталось лишь чистое, неотфильтрованное мгновение, которое фанаты могли почувствовать через экран. Арми сразу ощутили, что это не было просто игривым фан-сервисом или случайным взаимодействием. На лице Тэхёна были написаны все эмоции, смесь уязвимости и облегчения, словно это объятие сказало все то, что не могли выразить слова. Реакция Чингука только подогрела этот момент. То, как он смягчился, то, как его рука задержалась дольше обычного, словно он молча признавал то, что Тэхён выражал. Сети фанаты начали анализировать каждый кадр, каждое микродвижение лица, убежденные, что сквозь привычный образ проскользнуло нечто подлинное. Кто-то называл это ревностью, другие – привязанностью. Но большинство сошлись в одном – это чувствовалось настоящим. Долгое время после того, как клип закончился, этот момент оставался в памяти зрителей. Он не был громким или драматичным. Тем не менее, в нем был вес, который сделал его незабываемым. В группе, известной своей близостью, этот небольшой обмен жестами выделился, напоминая фанатам, почему они продолжают наблюдать так пристально. Иногда больше всего говорят не грандиозные жесты, а тихие, неожиданные, те, что случаются, когда человек больше не может скрывать свои чувства. Момент прошел быстро в реальном времени, но его влияние длилось гораздо дольше, чем кто-либо ожидал. После объятия Тэхён отступил как будто не произошло ничего необычного, легко вернувшись в общий ритм группы.
Он смеялся, кивал в такт Мьюзик разговору и даже шутил с остальными. И все же что-то в нем казалось другим. Мьюзик фанаты заметили, как Чингук продолжал поглядывать в его сторону после этого. Короткие взгляды, наполненные Мьюзик любопытством и чем-то более мягким, невысказанным. Это был тот Мьюзик-тип общения, который не нуждается в словах. Тот, который случается только тогда, когда два человека понимают друг друга на глубоком уровне. По мере продолжения мероприятия начали выделяться мелкие детали Мьюзик. Тэхён держался ближе к Чингуку, чем раньше. Они соприкасались плечами, их движения Мьюзик неосознанно синхронизировались. Чингук, обычно беззаботный, казался более внимательным, более осознающим Мьюзик присутствие Тэхёна рядом. Каждая общая улыбка, каждый мимолетный зрительный контакт добавляли еще один слой к моменту, который фанаты уже прокручивали в голове. Это не было достаточно Мьюзик драматично, чтобы быть очевидным, но это было достаточно тонко, чтобы чувствоваться интимным, и именно поэтому это покорило Мьюзик столько сердец в сети. Реакция взорвалась в считанные минуты. Ролики замедляли, Мьюзик приближали и анализировали под каждым углом. Фанаты спорили Мьюзик, а чем мог думать Тэхён, что мог чувствовать Чингук в ту долю секунды удивления. Некоторые видели Мьюзик в этом игривую ревность, другие – тихое утешение, но большинство согласилось, что это был редкий проблеск Мьюзик чего-то глубоко человечного. В мире, где от айдолов ожидают постоянной сдержанности, этот момент казался освежающим Мьюзик честным, почти хрупким в своей простоте. Что сделало его еще более мощным, Мьюзик так это то, насколько естественно все произошло. Не было сценария, не было выступления, только инстинкт. Тэхён не колебался, а Чингук Мьюзик не отстранился. Одно это говорило о многом. Это напомнило фанатам, что за светом софитов Мьюзик и сценами стоят настоящие люди, реагируют на такие моменты Мьюзик. Это то, что заставляет фанатов наблюдать так пристально. Не потому, что они требуют ответов, а потому что Мьюзик они вызывают эмоции. В индустрии, построенной на совершенстве, несовершенства выделяются больше всего. Задержавшийся взгляд, Мьюзик, запоздалая улыбка, объятия, длящиеся на мгновение дольше ожидаемого. Это те фрагменты Мьюзик, которые кажутся наиболее аутентичными. Фанаты не видели в этом моменте шоу. Они видели Мьюзик инстинкт, комфорт и нечто тихое и успокаивающее между двумя людьми, у которых за плечами годы общей истории. Мьюзик. Со временем обсуждение сместилось с того, что произошло, на то, почему это вызвало такой глубокий отклик. Возможно, потому что каждый испытывал это Мьюзик чувство. Видеть, как дорогой тебе человек делит момент с кем-то другим, и осознавать, как много он для тебя значит. Реакция Тэхёна казалась близкой, человечной и уязвимой. А спокойное принятие этого объятия Чингуком давало чувство устойчивости. Это не было вопросом обладания или Мьюзик соперничества, это было о связи, о молчаливых словах. «Я тоже здесь». Даже сейчас Мьюзик фанаты все еще возвращаются к этому клипу не ради скандала, а чтобы снова прожить вызванные им эмоции. Он стал одним из Мьюзик тех тихих воспоминаний, которые живут долго после того, как изначальный контекст забыт. Никаких объяснений Мьюзик не давалось, и они не были нужны. Сила момента заключается в том, что не было Мьюзик сказано, в пространстве между действиями и в понимании того, что иногда самые простые Мьюзик-жесты несут в себе самый глубокий смысл. И, возможно, именно поэтому этот момент отказывается Мьюзик угасать. Он не пытался ничего доказать, не просил ярлыков или объяснений. И все же он остался в Мьюзик сердцах тех, кто его видел. Выражение лица Тэхёна в последующие секунды, спокойное, но задумчивое, намекало на то, что эмоции улеглись, а не исчезли. Тихая Мьюзик, присутствие Чингука рядом с ним казалось намеренным, словно он предлагал утешение, просто Мьюзик, оставаясь рядом.
Ничего драматичного не последовало. Никаких грандиозных жестов, чтобы закрепить мьюзик-момент. Просто возвращение к нормальной жизни, которая каким-то образом казалась изменившейся, обогащенной тем, что мьюзик только что произошло. Фанаты часто говорят о «химии». Но что выделялось здесь, так это комфорт, тот вид мьюзик, который не требует постоянного внимания, тот вид, который проявляется естественно, когда эмоции неожиданно выходят на поверхность. Тэхёну не нужно было говорить ни слова «мьюзик», и Чингуку не нужно было спрашивать. Этого невысказанного понимания было достаточно. Это напомнило многим, почему эти маленькие взаимодействия мьюзик резонируют глубже, чем любая сцена по сценарию. Они несут в себе историю, доверие и эмоциональный код, выстроенный годами. Мьюзик. Шли дни, появлялись новые моменты. Новые ролики захватывали ленты новостей. Мьюзик, и все же этот продолжал всплывать. Не потому, что он был спорным, а потому что ощущался мьюзик тихо значимым. Он стал напоминанием о том, что даже в самых публичных местах все еще есть личные эмоции, пробивающиеся наружу. Простое объятие, разделенное открыто, но мьюзик при этом глубоко личное, стало символом связи, которую слова никогда не смогут полностью передать. И, может быть, поэтому фанаты мьюзик продолжают возвращаться к нему, не ища ответов, а удерживая чувство, которое оно оставило мьюзик после себя. Я подхожу к концу. Что сделало этот момент таким убедительным, так это его простота. Не было нужды в драматических реакциях мьюзик или преувеличенных эмоциях, чтобы сделать его значимым. Он разворачивался естественно, тихо, почти незаметно мьюзик в хаосе вокруг них. И все же в нем был эмоциональный вес, который длился гораздо дольше, чем ожидалось. Инстинктивное движение мьюзик Тэхёна и мягкий ответ Чингука создали паузу во времени, короткое пространство, где мьюзик все остальное отошло на задний план. Для зрителей это было похоже на то, как если бы они стали свидетелями мьюзик чего-то подлинного, проскользнувшего наружу, беззащитного и честного. Пока группа продолжала идти дальше, смеясь и общаясь, как они всегда это делают, этот короткий обмен мьюзик, казалось, вплелся в саму ткань момента. Ничего не навязывалось, ничего не объяснялось, и именно поэтому это нашло отклик. Это напомнило всем, что связь не всегда должна быть громкой, чтобы быть мьюзик сильной. Иногда она проявляется в одном шаге вперед, общем мьюзик-объятии и тихом понимании, которое за этим следует. Возможно, именно поэтому мьюзик-фанаты продолжают возвращаться к этому ролику даже спустя долгое время после того, как его место занял новый контент. Мьюзик, он запечатлел чувство, которое трудно выразить словами. Напоминание о том, что за каждым выступлением стоят реальные эмоции, мимолетные, но мьюзик глубоко прочувствованные. И хотя сам момент был коротким, его влияние продолжалось. И, возможно, именно поэтому этот момент продолжает мьюзик казаться живым каждый раз, когда к нему возвращаются. Он не стареет и не теряет своего смысла, потому что укоренен в эмоциях, а не в зрелищности. Реакция Тэхёна мьюзик не была попыткой быть замеченным. И ответ Чингука не был попыткой успокоить мьюзик камеры. Это казалось личным, почти приватным, хотя и произошло у всех на виду. Этот контраст мьюзик и сделал его таким мощным. В обстановке, где все выставляется на показ, это ощущалось как мьюзик нечто тихо оберегаемое. Фанаты часто говорят, что самые крепкие связи не мьюзик нужно доказывать, и этот момент, казалось, идеально воплотил эту идею. Не было нужды в последующих жестах мьюзик или преувеличенной нежности. Объятие стояло само по себе, завершенное и искреннее. Мьюзик, оно говорило о доверии, выстроенном годами, о комфорте, который не угасает, и о понимании, которое существует без объяснений. Мьюзик Тэхёну не нужно было держать дольше, а Чингуку не нужно было ничего говорить после. Послание уже было получено.
По мере того, как время мьюзик идет вперед и рождаются новые истории, этот момент остается мягким напоминанием мьюзик о том, почему фанаты вообще чувствуют такую глубокую связь. Не из-за мьюзик, драмы или теорий, а из-за человечности. Это показывает, что даже в самых маленьких, самых тихих мьюзик взаимодействиях может быть смысл, который резонирует далеко за пределами самого момента. И, возможно, в этом и заключается красота. Мьюзик – одно объятие, рожденное инстинктом, превращается в воспоминание, которое продолжает звучать просто потому, что мьюзик оно было настоящим. И в этой техой реальности момент становится меньше связан с интерпретацией и больше мьюзик с чувством. Он приглашает зрителей сделать паузу, побыть с этой эмоцией, а не спешить мьюзик давать ей определение. Инстинкт Тэхёна подойти ближе и естественное принятие Чингука создали чувство безопасности мьюзик, которое многие мгновенно узнали. Это не было драматично или показательно. Это было основательно, устойчиво и мьюзик спокойно. Это спокойствие и придало моменту глубину, превратив простой мьюзик-жест в нечто, что ощущалось как глубокое утешение. За этим последовала легкость, которую невозможно отрепетировать. То, как они продолжали идти бок о мьюзик-бок, словно ничего не нужно было исправлять или объяснять, говорило о мьюзик тихой уверенности в их связи. Фанаты заметили расслабленную энергию, тонкую синхронность, мьюзик отсутствие напряжения. Это было похоже на главу, которая закрывается мягко, а не резко, оставляя после себя тепло мьюзик вместо вопросов. В мире, где все анализируется по кадрам, этот момент сопротивлялся усложнению, оставаясь искренним. Со временем такие моменты становятся мьюзик-ориентирами. Они напоминают людям, почему они смотрят, почему им не все равно и почему маленькие человеческие взаимодействия могут значить больше, чем грандиозные повествования. Объятие, предложенное без колебаний и принятое без сопротивления мьюзик, может сказать очень многое о доверии и понимании. И, возможно, мьюзик именно поэтому оно продолжает резонировать. Не потому, что оно просит, чтобы его помнили, а потому что оно, естественно, мьюзик таковым является. И когда это воспоминание укладывается, оно начинает казаться не отдельной сценой, а чем-то большим. Мьюзик техой истиной, открывшейся мимоходом. Это показывает, как эмоции не всегда приходят громко мьюзик или требуют внимания. Иногда они просто появляются, честные и мьюзик, не отфильтрованные посреди обычных моментов. Шаг Тэхёна мьюзик вперед нес в себе уверенность, которая не нуждалась в объяснениях. А ответ Чингука отражал комфорт, который приходит после долгого знакомства. Вместе эти мьюзик-секунды сформировали связь, которая казалась устойчивой, а не мимолетной. Что-то основанное мьюзик на общем времени и взаимном понимании. Что заставляет этот момент оставаться в памяти, так это мьюзик отсутствие излишеств. Не было нужды его драматизировать. Не было нужды дополнять его чем-то еще. Момент существовал сам по себе, завершенный, а затем мягко растворился в потоке мьюзик всего остального. Фанаты почувствовали эту завершенность, ощущая мьюзик, что в нем ничего не хватало. Он не оставил после себя вопросительного знака, только тихую точку, ту самую, которая позволяет эмоциям мьюзик улечься, а не требовать развязки. «Я подхожу к концу». Это то, что дает мьюзик моменту его силу оставаться с нами. Это напоминает людям, что самые значимые обмены чувствами часто случаются тогда, когда никто не пытается их создать. Взгляд, мьюзик, шаг ближе, короткое объятие. Это те детали, которые проскальзывают сквозь защиту и раскрывают мьюзик что-то настоящее. И долгое время после того, как клип заканчивается, долгое время после того, как его место занимают новые моменты, мьюзик это чувство остается мягким, но устойчивым, как эхо, которое не затихает, потому что мьюзик оно никогда не было громким изначально. И так момент превращается в нечто почти неосязаемое, скорее в чувство, чем в воспоминании.
Он не требует бесконечных повторов, чтобы доказать свое существование, потому что он уже оставил свой след Music с первого раза. Выражение лица Тэхёна, сдержанное, но задумчивое, и тихая уверенность Чингука рядом с ним создали ощущение баланса Music, которое казалось глубоко знакомым. Словно оба понимали, что некоторые эмоции не нужно озвучивать вслух, чтобы они были признаны. Они просто есть, и этого достаточно. То, с чем фанаты соединились больше всего, это чувство эмоциональной честности. Не было никакой мьюзик-срочности, никакой спешки исправлять или прояснять то, что только что произошло. Жизнь вокруг них продолжалась. Разговоры мьюзик переплетались. Смех вернулся. И все же что-то тонкое изменилось под поверхностью. Энергия ощущалась мьюзик теплее, устойчивее, словно молчаливое заверение было передано и тихо принято. Те, кто смотрел, тоже могли это мьюзик почувствовать. То мягкое ослабление напряжения, которое приходит, когда эмоциям позволяют быть прочувствованными, а не скрытыми. Прошли дни. Момент превратился мьюзик в своего рода общее понимание между фанатами. Он стал меньше связан со спекуляциями и больше с признательностью. Признательностью за мьюзик-подлинность, за уязвимость, которая не была преувеличена, и за связь, которую не нужно было объяснять. В мире, который постоянно требует мьюзик-ярлыков и определений, этот момент сопротивлялся всему этому. Он остался простым мьюзик, и благодаря этому он остался мощным. Возможно, именно поэтому он продолжает так сильно резонировать. Мьюзик не потому, что он намекал на что-то драматичное, а потому что отражал мьюзик нечто настоящее. Напоминание о том, что даже в самом ярком свете прожекторов все еще разворачиваются тихие мьюзик-человеческие моменты. Моменты, где ведет инстинкт, эмоции ненадолго всплывают на поверхность, а связь говорит мьюзик громче, чем когда-либо могли бы сказать слова. И спустя долгое время после того, как все остальное угаснет, именно эти моменты остаются. Устойчивые и незабываемые. Большое спасибо за просмотр мьюзик сегодняшнего обновления о BTS. Если вам понравилось погружаться во все последние моменты, истории и закулисные подробности, мьюзик не уходите прямо сейчас. Ваша поддержка действительно помогает этому каналу расти и позволяет нам продолжать приносить вам обновления в реальном времени. Мьюзик, эмоциональные истории и глубокие погружения во все, что происходит во вселенной BTS. Так что, если вы еще этого не сделали, мьюзик, нажмите кнопку подписки и включите уведомления, чтобы никогда не пропустить ни одного момента. Будь то камбэк, неожиданное появление или история, о которой фандом не может перестать говорить, это Таehyung Камперсан Джанкук. И я увижу вас в следующем видео с новым мьюзик-контентом о BTS, который вы точно не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь с нами.